Выберите фигуру и встаньте перед ней. Немедленно. Как сделать сахарные соты из игры в кальмара? На сковороде на среднем огне нагреваем 4 столовые ложки сахара. Это на 2 печеньки. Через 2 минуты масса начнет расплавляться и карамелизоваться. Смотрите, я его не мешаю, а просто там, где уже расплавился сахар, туда немножко лопаткой пододвигаю белый сахар, еще кристаллизованный, чтобы он тоже начал вот так плавиться. Смотрите, я вот так слегка прихлопываю просто. Практически нет комочков. Сейчас делаем минимальный огонь. Добавляем щепотку соды, это 1/8 чайной ложки. И тут же снимаем с огня. Перемешиваем интенсивно 5-7 секунд и тут же выливаем на гладкую сторону пергаментной бумаги или еще лучше на силиконовый коврик. Разравниваем массу лопаткой, все делаем быстро, пока не застыло. Если массу не растянуть в стороны, то печеньки получатся слишком толстые. Берем любую круглую форму, у меня это железная кружка. Вдавливаем форму в слегка застывшую массу и вынимаем тут же. Ждем 5 секунд. В центре масса остывает медленнее. Можно проверить пальцем, застыла ли она немного. Прижимаем фигурку в центре. По вашему выбору делаем отпечаток. У меня это звездочка. Но если у вас нет, то подойдет и маленькая железная или керамическая кружечка, тарелочка. Стеклянную не берите. После полного остывания снимаем сахарные соты с пергамента. Раньше не стоит, может прилипать. Сладкие соты. Вы должны извлечь выбранную вами форму из сахарного леденца. Они тонкие и достаточно хрупкие. Еще пару маленьких секретиков. Очень сильно не вдавливайте вашу формочку, только наполовину толщины печеньки. Вдавливать формочку лучше широкой стороной, иначе может прилипать. Пересмотрите видео и запомните, сколько секунд надо подождать перед тем, как вдавить вашу звездочку. А теперь попробуйте достать фигурку из печеньки с помощью иголки, не поломав ее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Пока-пока!